Всем привет! С вами Финимор. Как известно, могущественная организация АННРБ, секретное подразделение СС, занимающееся изучением различных магических практик, возникла на основе небольшого кружка мюнхенских оккультистов, который назывался Тули. Все его члены еще в 1918 году провозгласили немцев прямыми потомками ариев и, помимо всего прочего, активно занимались поисками легендарной прародины этого древнего народа. Зачем Гитлер построил свою секретную базу Новая Швабия в Антарктиде? В годы Второй мировой войны нацистское руководство продолжало начатое дело. Направляло в разные страны исследовательские группы. В Исландии общество Тули было названо в честь легендарного острова, который, согласно трудам античных авторов, находится на самой северной границе обитаемых земель. Именно там, как полагали немецкие оккультисты, в первую очередь стоит искать истоки нордической расы. Поскольку большинство исследователей считали, что остров Тули – это Исландия, в 1938 году представители АННРБ наведались туда под предлогом изучения географии и истории этого небольшого государства. Первым о существовании легендарного острова написал греческий мореплаватель и ученый Пифий около 320 года до нашей эры в работе об океане. Согласно его указаниям, добраться до Тули можно, если 6 дней плыть на корабле на север от Британии. Причем эта земля находится около замерзшего моря. Разные исследователи выдвигали гипотезы, что кроме Исландии на право называться легендарной прародиной немцев могут претендовать Гренландия и Фарерские острова. Примечательно, что античные авторы были невысокого мнения о жителях Тулли. Известный ученый Страбон около 24 года до нашей эры полагал, что эта северная земля, как и многие соседние с ней территории, населена совершенными дикарями, влачащими жалкое существование в холоде. Будучи представителями крайне секретной организации, члены АННРБ не потрудились сообщить мировой общественности, нашли ли они какие-либо исторические свидетельства и артефакты, доказывающие, что именно Исландия является прародиной нордической расы. Название колыбели ариев, по мнению нацистских оккультистов, могли претендовать и скандинавские страны. Например, в 1936 году научные сотрудники СС посетили Швецию. Их крайне заинтересовали наскальные рисунки-петроглифы, найденные археологами в провинции Бохуслен. Согласно выводам ученых, возраст этих изображений может варьироваться от 2 до 4 тысяч лет. Это бронзовый век. Поскольку предки немцев, по мнению членов АННРБ, были носителями древней культуры, то возникло предположение, что петроглифическое письмо Бохуслена придумали именно они. Наскальные рисунки, обнаруженные в Швеции, действительно крайне интересны. Они изображают людей, животных, птиц, сцены охоты и сражения, лодки и корабли, солнце, различных древнескандинавских божеств, боевые повозки, всадников на лошадях и даже собак, уже прирученных людьми к тому времени. Кстати, в 1994 году петроглифы Бохуслена вошли в список мирового наследия ЮНЕСКО. Но большинство современных исследователей никак не связывают их с предками немцев. Обстоятельные поиски прародины легендарных ариев нацисты вели на Тибете. В 1938 году группа немецких ученых посетила Гималаи. Официальной целью экспедиции, которую возглавил исследователь Эрнст Шефер, было изучение уникальной природы и климата самой высокой горной гряды на нашей планете. На самом деле, многие научные работники этого не скрывали. Они занимались поисками древних артефактов, хранившихся в буддийских монастырях с незапамятных времен. Нацистов заинтересовали рассказы о прекрасной стране Шамбали, где можно обрести мистическую силу и приобщиться
к великим тайнам мироздания. Сотрудники Анненербе предположили, что именно в таком особенном и затерянном месте может располагаться прародина ариев. Исследуя монастыри буддистов, немецкие ученые стремились обнаружить сходство между архитектурой Тибета и памятниками древнегерманского зодчества. Представители СС проводили и этнографические изыскания, пытаясь найти потомков древних ариев, сохранившихся в Гималаях. В соответствии с так называемой доктриной вечного льда, которой придерживались нацистские оккультисты, великая и могущественная цивилизация их предков погибла в результате глобальной катастрофы. Например, столкновение нашей планеты с крупным метеоритом могло ввергнуть Землю в очередной ледниковый период, во время которого арии не смогли сохранить свою древнюю культуру. Кроме того, в самом первом сборнике индуистских гимнов Ригведе, датированной вторым тысячелетием до нашей эры, содержится указание на то, что колыбелью цивилизации ариев была Земля, расположенная на крайнем севере. Один из авторов индийских вед описывает, что в стране его далеких предков реки большую часть времени скованы льдом, а люди ходят по снегу. Полярная звезда неподвижно находится на одном месте, а небо расчерчивают всполохи северного сияния. Упоминается в религиозном тексте и о холодных ночах, продолжавшихся по полгода, и о созвездиях, которые хорошо видны из Арктики. Исходя из этих сведений, Анненербе искала прародину немцев в Заполярье и даже на Северном полюсе. Причем в районе Вечной Мерзлоты были организованы секретные научные базы фашистов, которые по совместительству занимались метеорологическими исследованиями. Данные о погоде ученые сообщали кораблям военного флота. Целью оккультистов были тайные знания и магические артефакты. Эти осколки древних цивилизаций ариев, затерянных во льдах. Не только Северный полюс интересовал Анненербе. В январе 1939 года немецкие ученые побывали в Антарктиде. Они предполагали, что искомая ими прародина может располагаться на этом континенте, а покрытые вечными льдами земли скрывают руины величественной цивилизации. Целью нацистов была победа во Второй мировой войне. Оккультисты надеялись, что обнаруженные ими артефакты помогут Адольфу Гитлеру и армии вермахта одолеть все остальные страны и народы мира. Отдельные источники утверждают, что в Антарктиде была создана секретная база нацистов номер 221, которая называлась «Новый Берлин». Якобы немцы планировали активно осваивать Южный полюс, сделав его важной частью Третьего рейха. Новая Швабия. Загадки этой территории в Антарктиде, на которой нацистская Германия имела претензии, пока не прекратила существование как государство. До сих пор будоражит умы исследователей непознанного. Кто-то считает Новую Швабию просто определенным территориальным антарктическим сектором, интересным для научного изучения. Кто-то, что Новая Швабия – это секретная база Третьего рейха. Во всяком случае, и сегодня территорию бывшей Новой Швабии продолжают исследовать немцы. Там работает германская антарктическая станция Нормайер-3. Территориальные претензии на антарктическую Новую Швабию просуществовали 6 лет, с 1939 по 1945 год, когда нацистская Германия еще не теряла надежды на мировое господство. Наименование немецкого антарктического сектора происходит от Швабия, Швебеленд. Это бывшее герцогство Германской империи, земли которой в начале 19 века отошли Франции. Следует также отметить, что формального отказа от земель Новой Швабии германским правительством так и не было дано. Однако сегодня эта территория называется «Земля королевы Мод», и права на нее заявлены Норвегией. По примеру других стран, Германия начала исследование Антарктиды еще в конце 19 века. Целью этих экспедиций были научные изыскания. До прихода к власти нацистов Германия осуществила 2 самостоятельные антарктические экспедиции. С 1901 по 1903 и с 1911 года
по 1912 год. Немцы первыми провели там испытания атмосферных зондов, наполненных горячим воздухом. Также они открыли, описали и дали имя новой обследованной территории, которую назвали землей кайзера Вильгельма II. Во второй экспедиции германские ученые собирались пройти всю Антарктиду, для того чтобы выяснить, что она из себя представляет – сплошной континент или островную группу. Масштабный проект не удался, но зато исследователями были открыты еще два географических объекта, названные немцами берегом Люитпольда и шельфовым ледником Фильхнера. В 1933 году возглавляемая Гитлером немецкая национальная социалистическая рабочая партия НСДАП стала правящей в Германии. Собиратель теорий Адольф Гитлер незамедлительно заявил о территориальных притязаниях на ничейную Антарктиду, которую фюрер рассматривал в качестве потенциальной новой территории Третьего Рейха. Немцы начали подготовку к новой, третьей экспедиции в Антарктиду с целью исследования определенной части материка и последующего закрепления этой территории за нацистской Германией. Земля Антарктиды должна была стать той самой Новой Швабией. Подготовка к экспедиции «Новая Швабия» продолжалась до 1938 года. Германский корабль «Швабия» был переоснащен для антарктических исследований. На нем закрепили гидроплан, подъемный кран и другую технику. Командой специально обученных полярников возглавил капитан Альфред Риччер, опытный исследователь, до этого неоднократно бывавший на Северном полюсе. Говорится, что эта экспедиция обошлась бюджету нацистской Германии в сумму порядка 3 миллионов рейхсмарок. В декабре 1938 года Швабия отчалила от Гамбургского порта по направлению к Антарктиде. Путь до материка занял немногим более месяца. На исследования, а они были масштабными, ушло времени меньше, чем, собственно, на дорогу от Гамбурга до Антарктиды. В середине февраля того же года экспедиция отправилась в обратный путь. В ходе этой экспедиции с 2 самолетов было проведено фотографирование антарктической территории протяженностью свыше 300 тысяч квадратных километров. А в целом немецкие исследователи облетели порядка 600 тысяч километров. Открыт оазис Шермахера, на котором отсутствовал лед. Немцы разбросали по периметру исследованной территории большое количество вымпелов с нацистской свастикой, обозначив тем самым границы своих будущих владений. По возвращению домой Риччер убеждал Гитлера как можно скорее организовать очередную экспедицию с большим количеством техники, но начавшаяся Вторая мировая война помешала осуществлению этих планов. За 3 недели пребывания в Антарктиде экспедиция Риччера не могла построить там даже подобие военной базы. Да она и не ставила такой цели, это было физически невозможно. Между тем, оборудование антарктической засекреченной военной базы 211 Новый Берлин приписывают как раз именно Альфреду Риччеру. Якобы в Антарктиду впоследствии на подлодках были доставлены и спрятаны там оккультные ценности Третьего Рейха, а немцы на секретной базе контактировали с инопланетянами. Все эти истории основываются на сведениях об активности нацистских подводных лодок у берегов Антарктиды во время Второй мировой войны. Германские подводники действительно часто курсировали в этих местах, особенно с 1943 года, периода перелома в Великой Отечественной, когда нацистам стало понятно, что их поражение в этой войне, по-видимому, неизбежно. Немцы перевозили на подлодках ценности и людей в Аргентину, где не без помощи фашистской Германии в 1943 году был произведен переворот, и к власти пришел пронацистски настроенный Хуан Перон. Не случайно впоследствии многие нацистские преступники укрылись именно в этой южноамериканской стране. После разгрузки в каком-нибудь аргентинском порту немецкие подлодки нарочно отправлялись к берегам Антарктиды и активно обозначали там свое присутствие, чтобы ввести в заблуждение американскую и британские разведки, а затем возвращались на свои базы. Не случайно, кроме мест стоянок нацистских подводных лодок,
современные исследователи Антарктиды на этом континенте ничего не обнаружили. Целая база с подземными коммуникациями – это не иголка в стоге сена. Сегодня на территории бывшей Новой Швабии работает немецкая антарктическая станция Ноймайер-3, сотрудники которой занимаются обычной для этих мест научно-исследовательской работой. Несколько лет назад ученые стали замечать рядом со станцией странные явления – непонятные летающие объекты. Что это такое, точно пока никто объяснить не может. Скорее всего, это точно не привет с несуществующей нацистской военной базы. Или, возможно, именно с нее. А как думаете вы, мой уважаемый зритель, есть ли в Антарктиде военная база 211 Новый Берлин? Что происходит на немецкой антарктической станции Ноймайер-3? Согласны ли вы с тем, что нацисты после своего поражения бежали в Аргентину? Мне будет очень интересно услышать вашу точку зрения. Если понравился выпуск, вы сами хорошо знаете, что делать. Большое спасибо всем за ваши поздравления. Мира вам и процветания. Пока.